Друзья мои, привет, это Тамара. Нахожусь в классном месте. Это отель в центре Гданьска. Оставлю на него ссылку. Смотрите, как тут красиво. А, Чего я вообще решила ролик записать? Мне сегодня с утра пишет подруга и говорит: Тамара, а ты что, уже 3 года живешь в Польше? Я подумала, что ну да, я уже практически 3 года живу в Польше. В июне уже будет, 11 июня будет ровно 3 года, как мы переехали. Сегодня хочу рассказать какие-то наши новости, что у нас произошло, чего не произошло, что у нас по-новому, что у нас по-старому. Так что, надеюсь, будет интересно. Еще сходим с вами на ланч в мексиканский ресторан. Так что не переключайтесь. В конце покажу вам немного экзотики. Но начать я хочу, конечно, с наших основных новостей. У меня через год заканчивается моя первая карта часового побыту. Придется уже сейчас делать новую. То есть я хочу начать ее делать уже за год до окончания старой, чтобы была возможность для маневров, чтобы можно было куда-то ездить. Если вы смотрели мои предыдущие ролики по легализации, то там эти вопросы тоже затрагивались. Если не смотрели, то посмотрите. Что сказать, мечтаю я о польском паспорте, очень хочу расслабиться. На самом деле хочется расслабиться, жить спокойно и не думать о том, что будет завтра, что опять с твоими документами, потому что проблема документов — это такая здесь насущная проблема, которая давит очень сильно на мозг, на нервы. Наверное, не только мне, а очень многим людям. Поэтому очень хотелось бы эту проблему поскорее решить, жить уже просто спокойной жизнью, как обычный человек, просто жить, работать и не думать каждый раз про то, что тебе нужно собирать документы, о том, что кто-то что-то перепутает. Вот такая же история у меня получилась с разрешением на работу, которую я делала через фирму, которая ведет нам бухгалтерию. Раньше я рекомендовала, сейчас уже не рекомендую. Так получилось, что время меняется, все меняется, и уже у меня совсем другое впечатление об этой компании. И вот благодаря им я чуть ли не осталась без разрешений на работу. Ну и благодаря тому, что моей настойчивости и тому, как я переживала, пани инспектор сказала: «Боже мой, Тамара, вы так сильно переживаете про свое разрешение». И перед Новым годом прислала мне решение с разрешением на работу на 3 года. Вот, поэтому иногда делать самому тоже очень даже неплохо заканчивается. Недавно мне писала девушка, которой работодатель перепутал, вообще все перепутал и подал что-то вместо карты по быту на что-то вообще другое, и она осталась без визы, без карты, без оснований, и ей придется выезжать. То есть такие моменты тоже бывают, и поэтому я это все говорю к тому, что именно поэтому я хочу, чтобы у меня был паспорт. Именно я к этим всем моментам отношусь очень так серьезно и очень нервно, и очень всегда сильно переживаю по поводу всех моментов с документами. Поэтому мне, наверное, сложно. Еще из наших новостей. Вчера случился этот день, я пошла на курс B2 к нашей пане Мирославе, которая я вот училась у нее, чтобы сдать на B1, вот теперь я у нее учусь на B2. Кстати, не знаю, слышали вы, не слышали о том, что поговаривают, что отменят результаты этого экзамена B1 на гражданство, а B2 уже будет действительно, а B1 нет. Но я не поэтому пошла учиться, потому что я хотела, потому что мне нужно какой-то уверенности, потому что у меня и нет, и именно поэтому я не могу записывать ролики на польском, потому что я не могу так разговаривать, как по-русски, точно так же по-польски. У меня бедный словарный запас, чтобы поговорить там о погоде, природе, о политике и о чем-то еще у себя на работе. Но когда я звонила, например, вот до Урządu Skarbowego, до налоговой инспекции, то моего словарного запаса не хватило ни на то, чтобы нормально с ней поговорить, и не на то, чтобы даже понять, что она мне отвечает до конца все. Вот, поэтому я решила, что мне очень сильно нужно идти все-таки еще заниматься, и я пошла на B2. Курс будет длиться полгода до июля. Вот, надеюсь, после этого июля у меня опять будет какой-то скачок, и, возможно, не знаю, сколько времени пройдет, когда я смогу записывать ролики на польском.
Если говорить про работу, то работаю я там же, работаю я в салоне красоты, работаю я одна, никого брать не хочу, расширяться не хочу, не хочу тратить нервы, свою нервную систему, так что работаю я одна. Клиентов у меня с каждым месяцем становится все больше, поэтому работать становится, конечно, немного сложнее, потому что очень много времени я там провожу. Но из новостей, что хотела сказать, что, я запустила свой курс колористический "Колористика с нуля". Вот, поэтому если вы меня смотрите и вы в эмиграции еще не определились с профессией, либо вы закончили какой-то начальный курс, подготовки парикмахеров и хотите усовершенствовать свои навыки, особенно в колористике, потому что я знаю, на базовых курсах, не так хорошо преподают колористику, как хотелось бы, вот, то приходите ко мне, пишите мне, свой инстаграм я обязательно оставлю. Ам, Если не на курсы, приходите ко мне в салон знакомиться, красить волосы. С удовольствием познакомлюсь. Ко мне приходят клиенты, приходят довольно часто. Очень рада всегда видеть клиентов с "Ютуба", потому что там уже совсем, по-другому идет ощущение, что к тебе пришел человек, который тебя уже знает, он тебе задает какие-то там вопросы, он, как бы с тобой проводил время, можно сказать. Вот, поэтому эти люди обычно очень лояльные, приятные. Вот, поэтому я очень люблю, когда ко мне приходят девчонки, которые смотрели мои ролики на YouTube. Так что не стесняйтесь, пишите. Если какие-то вопросы у вас есть там по эмиграции, конечно, пишите мне тоже. Я всегда открыта в Инстаграме, отвечаю на любые вопросы, в принципе. В ноябре у меня было обучение, в декабре было очень-очень много работы, в январе тоже. И у меня началось уже такое немного даже истощение организма, как я понимаю. Я себя стала не очень хорошо чувствовать, пошла по врачам. Вот, но сейчас, слава богу, отоспалась, нормализовалась, и вот готова и ролики записывать, и на тренировки ходить. И, кстати, я как-то спросила GPT-чата, что лучше, выспаться или пойти в зал. Он сказал спать. Я говорю, окей, Google, пойду спать. Вот. И с тех пор я пользуюсь этой опцией, и на самом деле сон меня спас, потому что я вот немножко отоспалась и намного лучше стала себя чувствовать. Так что при любой возможности, если что-то идет не так, ложитесь спать. Совет от меня. Расскажу вам немножко про Родиона. Родион уже ходит в школу спортивную по классу гимнастики. Гимнастика у него теперь 16 часов в неделю. Была история, что ребенок не понимал, как вообще он из детства попал в это все, не понимал, почему теперь все намного строже и серьезнее, и он до сих пор говорит: "Мама, я хочу быть маленьким, я хочу в детский сад". Вот. Не могу сказать, что он с каким-то безумным восторгом ходит в эту школу. Нет такого у нас. А, но, по крайней мере, поначалу, могу сказать, было намного хуже, чем сейчас. Сейчас, ну, хоть как-то ходит, учится читать, писать, друзей нашел. Так что касается здесь, ну, какие-то неприятные моменты уже прошли, поэтому, в принципе, сейчас все отлично. В школе очень часто проводят какие-то воркшоты, мастер-классы, какие-то выезды, соревнования. 2 раза в год их будут, возить в лагерь, без родителей. Но так как первоклашек зимой никуда не повезли, вот первый раз они поедут летом без родителей, с тренерами уже в лагерь. Ну, такой тоже для меня это будет вообще первый опыт. Я с Родионом никогда так надолго не расставалась. Он хочет. Я, в принципе, тоже, естественно, не против. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть, в принципе, для всех. Для нас, для него, для тренера. Давайте немножко про мужа расскажу. Муж у меня сниматься вообще не любит. Он категорически против того, чтобы попадать в мои ролики. Не хочет делать мне никакой семейный контент, ничего не хочет. Вот. А работает он не программистом, как неудивительно, да, в эмиграции. А у него интернет-магазин, он продает плиты виниловые пластинки через интернет. Оставлю, кстати, ссылку на магазин. И если интересно, если вы увлекаетесь винилами, то, конечно, пишите ему. Потом, наверное, такой интересный момент рассказать о том, что поменялось, наверное, в моей голове, потому что если как-то следили за моими роликами, да, с самого начала, то я была в розовых очках,
Через 2 года, через 1,5 года я говорила, что я все в них, а сейчас я снова в них. Нет, это, ну как в розовых очках. Один из моих подписчиков написал, что вот там сейчас полгода придет, снимешь свои розовые очки и поймешь, типа, куда ты приехала. Ну, а, нет, ничего не изменилось в отношении людей, как я хорошо думала. Про поляков, да, то есть у меня даже есть ролик на эту тему. Ничего не поменялось. Что такого плохого, да, то есть всегда хорошего, плохого. Выросли цены очень на все. Стало сложнее за все платить, так как у нас не ИП, у нас спулка, это как общество с ограниченной ответственностью, грубо говоря. А, Тяжело мы его тянем, я хочу сказать, тяжело. Так, в стрессовой форме. И, наверное, прошел период какой-то такой вот ничего не понимания, и сейчас ты уже пытаешься во все вникать, понимать, разбираться, и становится сложнее. Реально становится сложнее за все платить. Реально хочется как-то минимизировать эти все траты, налоги. А, Когда ты пытаешься какие-то вопросы решить, там, например, со своей бухгалтерией, у тебя ничего не получается, потому что они не хотят тебя слышать, не хотят только оплаченные фактуры. Вот. Это напрягает реально сильно, давит на мозг. По поводу друзей, знакомых, общения здесь намного больше, чем у меня было до иммиграции. Это однозначно. В ком-то разочаровываешься. Какие-то моменты всплывают, которые ты даже не подозревал, что этот человек может вытворить, но как бы все взрослые уже, все состоявшиеся, у всех свои какие-то в голове тараканы, как-то мыши, у кого кто. Вот. И поэтому, ну, иногда тяжело именно общаться ближе, чем просто, например, как с клиентами на работе. Ну, с кем-то переходим на такой более близкий формат, встречаемся с семьями, ходим по ресторанам, гуляем. Есть у меня там прям уже полюбившиеся мне подруги, с которыми мы очень рады встречаться. Что вот было у Родиона в школе, да, из неприятностей, что когда мы только перешли из нашего, как это сказать, зефирного детского сада, где розовые пони просто там везде были. То есть там на самом деле за 2 года там не было вообще ни одного вопроса никому вообще. Все было идеально. Спасибо этой педшколе за то, что так бережно, да, относились к ребенку, который только переехал, но и так относились не только к нему, а ко всем здесь. И тут Родион идет в спортивную школу, там преподаватель, тренер, женщина из постсоветского пространства, которая училась, ну и работала всегда в манере постсоветского пространства. И когда Родион услышал, как она общается, да, как она повышает голос, ну, не конкретно на него, вообще, в принципе, он первый, наверное, месяц, он был просто в шоке, он не хотел ходить в школу, мы ничего не могли понять, что происходит. Я даже ходила к директору, пыталась вообще выяснить, ну, что с моим ребенком, потому что я привыкла верить, да, своему сыну, что что-то не так. Вот. Но потом выяснилось, что на самом деле все в порядке с этим преподавателем. Просто преподаватель тоже был в шоке от первоклассников. Он не кричал на детей, не кричал на Родиона. То есть это она, женщина. Вот. Мы все это выяснили. Сейчас у нас с ней прекрасные отношения. Вот. Так что, ну, и Родион вроде тоже уже, вроде там все проговорили, все, слава богу, устаканилось, никаких проблем нет, никто его не обижает и не пытался его обижать, но, мягко говоря, мы были первые, наверное, несколько месяцев, первые 2-3 месяца мы были на стрессе. Я даже поднимала этот вопрос с родителями, спрашивала, что мне делать, если ребенок постоянно жалуется, как мне все говорили, что нужно сразу идти выяснять, идти к директору, идти к учителю, идти ко всем, чтобы не пускать этот момент на самотек. То есть ребенок должен быть, особенно это первый класс, ребенок должен быть защищенный. Вот, я пыталась его как бы защитить. Ну, надеюсь, у меня это получилось хорошо. Так что сейчас он, ну, опять же, повторюсь, не ходит с удовольствием в школу, потому что там надо учиться. И нельзя целый день беситься
Вот. Но как бы без плача, без истерик, каждый день встает, просто вот с улыбкой говорит, я не хочу идти в школу, и идет. Вот. Но благо скоро начинаются каникулы тут долгие, так что будет отдыхать, будем проводить с ним время. Вот. В школе сейчас давали характеристику детям, сказали, что очень независимый мальчик. Это меня прям порадовало, это круто. Это так классно, когда тебе 7 и ты независимый, ты отстаиваешь свою позицию, свое мнение. Это супер. И спасибо Польше за то, что она не прибивает эти моменты в характере, и что человек уже в 7-8 может показать себя. Это классно. Ну вот сейчас смотрите, я вам покажу немножко. Это заведение прекрасное. Сейчас я пойду на ланч. Хочу сходить на ланч в мексиканский ресторан. Называется он Пуэбло. Мы в нем недавно были вот с мужем на этих выходных, и я была в восторге от ярких красок. Я не уверена, что здесь еда на самом деле как в Мексике. Вот я решила попробовать ланч. Ланч стоит 38 злотых. Сейчас попробую, вам покажу. В любом случае, даже если будет отличаться еда от мексиканской, тут очень атмосферно играет музыка, очень ярко, красочно, так по-летнему, поэтому захотела показать вам это место. И что, в общем, я объелась, еле сижу. Мы сюда пойдем обязательно с девчонками. Я уже всем написала, говорю, пойдемте через пару недель. Пуэбло. Все говорят, погнали. Так что обязательно сходим. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем хорошего дня и пока!